Да, как уже Андрей меня представил, меня зовут Кирилл, я являюсь delivery-менеджером в компании EPAM. И так получается, что по долгу службы мне приходится работать с огромным числом клиентов из разных локаций, в разных технических, в разных бизнес-доменов. Поэтому у меня есть достаточно хорошее представление о том, что происходит вокруг, куда все идет. Это плюс наложение на довольно большое число репортов других компаний, с которыми мы ознакомились при подготовке данного доклада. И про это все я начну рассказывать. Начну я в достаточно глобальных вещей, которые как зонтик будут покрывать вот это вот все остальное, про что дальше будут говорить ребята. Но при этом эти глобальные вещи важны в том числе. И начнем мы с Agile. Кто знает, что такое Agile? Наверное, все. Ну, я надеюсь, что все. Для того, чтобы понять, куда мы с этим всем идем, важно представлять, с чего это все началось, потому что оно является определяющим. Все на самом деле началось в 2001 году, когда 17 мужиков собрались вместе где-то на курорте в Юта, в горах, высоко, и решили, что надо как-то подумать над тем, как можно разрабатывать софт еще более эффективно, чем это делается прямо сейчас. Тогда же они подумали и решили, что окей, мы выпустим Agile манифест, который вы, наверное, знаете. Если вы знаете Agile или не знаете Agile, знаете ли вы, что такое Agile манифест? Поднимите руки, кто знает, о чем я говорю, и кто знает то, что сейчас изображено. Молодцы. Их намерения в 2001 году были чисты. Они выпустили определенные 4 value, 12 принципов, то, как они понимают, development должен идти в будущем. Однако это породило за собой некоторое количество неприятных фактов по той простой причине, что многие технологические компании, почему технологические? По той простой причине, что технологические компании всегда старались идти впереди всех в том, что касается применения чего-то нового. Всегда так было и всегда, наверное, так будет довольно еще долго. Начали применяться различные фреймворки и различные тулы по работе с процессами, по работе с тем же Agile, и начали появляться как грибы, точнее применяться сначала Kanban, потом RUP, тоже довольно известная методология, ну и в конце концов XP, что расшифровывается как Extreme Programming. И как венец всего этого дела это был Scrum. Основная проблема, которая была, это то, что все это применялось достаточно бездумно по той простой причине, что это фреймворк. Это фреймворк, который позволяет и предоставляет нам тулинг, предоставляет нам практики, предоставляет нам какие-то принципы, но при этом очень важно понимать в этом всем какую-то составляющую, которая находится где-то глубоко. Это все длилось на самом деле довольно долгое количество времени, и в конечном итоге очень долго было вот такое вот понимание, что Agile значит Scrum. Если мы работаем по спринтам, если у нас есть Product Owner, если у нас есть Scrum Master, значит мы на самом деле Agile компания. Но не было более страшной ошибки, и нельзя было думать более неверно. Это продолжалось огромное количество времени, и то, что сейчас, по крайней мере, видно, это то, что компании, которые и лидирующие на рынке, и которые работают с очень важными доменами, такие как и Life Science, и Consumer Market, тот же Apple, они видят, что на самом деле так работать дальше нельзя, и Agile как раз-таки начинает приходить в тот вид, в котором задумывалось создателями, вот теми 17 людьми, которые собрались в 2001 году на лыжном курорте в городе Юта. Что это значит? Это значит, что Agile, он начал пониматься наконец-то как, что это не просто принципы, это не просто практики, но это в том еще числе и своего рода ценности. И только когда мы это все вместе объединяем, мы формируем своего рода майндсет, образ мышления. То, что значит по-настоящему быть аджильным. И только в последнее время я на самом деле начал замечать, что компании это понимают, потому что, чтобы оставаться лидерами на рынке, нужно постоянно двигаться вперед. Если кто-то тебя начинает с точки зрения delivery, либо сервисов подкапывать, то есть те компании, которые начинают делать сначала, нужно либо оставаться в хвосте, спрыгивать с волны, либо, чтобы оставаться на волне, нужно это понимать и нужно адаптироваться к этому. И только тогда мы можем говорить, что мы на самом деле аджильная компания. Что это стало значить на практике? Первое.
Это абсолютная obsession, одержимость, да, абсолютная одержимость тем value, теми ценностями, которые мы хотим принести либо нашим продуктам, либо нашим сервисам, либо чем-то еще. И это ставится как угловой элемент всех тех процессов, всего того, что происходит либо в проекте, либо в компании. Отсюда же, опять-таки, следует крайне согласованная работа команд. Согласованно имеется в виду не в том, что у нас есть команда А, у нас есть команда Б, у нас есть еще 10 команд, и все они работают круто, потому что они очень грамотно устраняют те зависимости, которые есть между этими командами. На самом деле нет. Компании пришли к тому, что можно работать так, что зависимости в принципе не будет. Можно это сделать в Кейле так, что можно обходиться без зависимостей. И существует огромное количество и процессных, и технических вещей, которые способствуют этому. Третье – это DevOps. Я не могу, наверное, мне не хватит пальцев, не знаю, обеих рук, чтобы перечислить то количество компаний, которые я встречал, которые переименовали опсов людей, сказали, что вы, ребята, будете DevOps, и мы имплементим DevOps практики. Только сейчас компании начали понимать, что Ops и DevOps – это, по сути, какие-то процессы, которые позволяют сливать одну группу и вторую, и таким образом деливерить быстрее и эффективнее. Только сейчас начинают понимать. Третье, точнее даже уже четвертое, это своего рода понятие как Network Team of Teams. Это эволюция команд, когда мы переходим постепенно и в какой-то иерархической модели в граф. Потому что если так посмотреть, никогда не бывает четкой иерархической структуры, всегда происходят какие-то межлейерные связи между уровнями. И компании приходят к тому, что они понимают, что на самом деле все не так-то просто, что самой эффективной структурой является граф. И постепенно существует опять-таки множество фреймворков, которые позволяют имплементировать эффективно. Про это можно даже сделать отдельный ток. Это KPI, которые ориентированы на тот флоу, который опять-таки относится вот к тому value, про который мы говорим. То есть основной показатель эффективности – это то количество нужных фич, чего-то еще, что полезно конечным пользователям. И это должно быть тем самым важным показателем, который есть либо в продукте, либо в сервисе. Ну и, наконец, практика, которая очень часто приходит из Lean. Не zero waste, но, скажем так, как можно более эффективное устранение всего того, что мешает нам деливерить то, что относится к первому пункту. Это любая незапланированная работа, которая мешает нам планировать и мешает нам достигать наших целей. Это могут быть баги, это могут быть какие-то вещи, которые возникают неожиданно или что-то еще. И компании приходят к тому, что деливери раз в 2 недели – это слишком редко. Каждый день – это окей. И тогда можно постичь так называемый Agile Zen, когда мы можем реагировать на любые изменения молниеносно, когда мы сфокусированы на value и когда мы деливерим только то, что нужно нашим клиентам. Я считаю, что я этот Agile Zen постиг, поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, смело задавайте их. Второе. То, что относится к инжиниринг-культуре. T-shape инженеры. Кто слышал про такое понятие? Поднимите руки. Молодцы. Опять-таки, к истокам. Есть такое понятие, как I-shape инженеры, и это то, что существовало очень давно и, наверное, всегда. I-shape подразумевало очень хорошее и очень плотное ознакомление с какой-то конкретной областью. Например, то могло быть Java, JavaScript или что-то еще. Это один core skill, но при этом инженеры знали этот скилл очень хорошо.
Противоположность этому — это генералисты. Люди, у которых скилл размазан плотным слоем по разным областям, которые знают широко, но знают не очень глубоко. И, наконец, то веяние — это то, к чему мы начали, наверное, идти несколько лет назад, но то, что развивается очень активно, и то, куда мы продолжаем идти большими и уверенными шагами. Это T-shape. Тут как раз про скиллы. Основное отличие. Первое. У нас есть вся та же палочка, которая относится к I-shape, которая определяет один core skill, который человек знает очень хорошо, но при этом его уже не хватает. Нельзя быть просто экспертом в чем-то. Очень часто этого не хватает, чтобы успешно работать с продуктами, особенно которые относятся к сфере IT. И у нас возникает еще палочка наверху, которая определяет дополнительные скиллы, которые сейчас крайне необходимы. Соответственно, у нас есть core skill, и у нас есть некоторое количество дополнительных скиллов, которые прирастают к нашему core скиллу. И чем мы дальше идем, тем это T, шапочка у нее все больше разрастается как влево, так и вправо. Как это в теории может выглядеть, например, на примере нашей любимой Java? У нас есть Java, как наш core skill, но при этом тяжело представить современный проект, где не нужно было бы что-то еще больше. Закончились времена, в котором можно было разбираться в JBoss, делать там достаточно сложную логику, потом отдельная какая-то команда, совершенно отдельная, занималась тем, что мержила изменения от 20 команд, это все как-то паковала и дальше деплоила, никто не знал куда. Отдельная команда занималась багами и так далее. Сейчас это все нивелируется, поэтому очень часто надо понимать и то, как работает фронт JavaScript, и то, как работает контейнеризация, потому что редкий проект сейчас обходится без докера или чего-то еще. Cloud, опять-таки, любая имплементация, AWS, Azure, GCP. К этому еще добавьте какие-то архитектурные, если мы говорим, например, про микросервисный environment и говорим про подход you build it, you run it, когда команда, которая занимается разработкой, ответственна за то, чтобы это еще залить куда-то в cloud, и потом еще посмотреть, чтобы это все не упало. И, наконец, DevSecOps. Sec я подчеркнул отдельно, хотя очень часто это еще упоминается, неявно упоминается, потому что DevOps явно предполагает знание этого. Но иногда Sec, как security, подчеркивается отдельно. И дальше it depends. It depends от конкретного проекта, от конкретных требований. И вся прелесть жизни в том, что все это постоянно меняется. То, что актуально сейчас, может быть не актуально через полгода или еще позже. Поэтому важно постоянно учиться, важно постоянно смотреть вокруг, важно понимать, что сейчас новое, и важно определять и закрывать эти гэпы. Сюда же очень близко идет и понятие full-stack инженер, наверное, которое большинство из вас прекрасно знакомо. По сути, это человек, который, если мы говорим про обычную, скажем, трехзвенную архитектуру, когда у нас 3 лейера: база данных, наш основной сервисный слой, и там третьим идет фронтенд. Это человек, который способен закрывать все 3 уровня. И его можно рассматривать как подтип T-shape инженера. И количество людей, которые работают с фуллстеком, оно тоже продолжает расти невероятными темпами. Если взять, например, тот же репорт от Stack Overflow, то как минимум там 52% людей считают, что они работают с full-stack технологиями. Поднимите руки из вас, которые считают, что они работают с full-stack. Ну, не 52%, но есть. И если приводить на примерах, то full stack — это человек, который может построить дом от фундамента, стены и крыша. То T-shape — это кто? Это человек, который может еще и постричь газон рядом, и посадить вон ту ограду, и рядом еще деревце. То, что мы видим, количество и как full stack инженеров, и T-shape, оно неуклонно растет, и все больше и больше случаев, когда требуется знать все больше и больше.
Третье. Это data privacy и security. Наверное, все слышали в последнее время такие понятия, как HIPPA, расшифровывается достаточно сложно, GDPR, который, наверное, был на слуху, и, наконец, CCPA, примерно то же самое, что GDPR, но просто он больше относится не к Европе, а пока что Калифорния, и планируется, что это регулирование в законе будет распространяться дальше на все штаты в Америке. И все это на фоне тех скандалов, которые в последнее время происходят в Фейсбуке, когда утекают непонятно куда данные. Важно понимать то, что security сейчас и то, как мы работаем с данными, оно на слуху, и этому уделяется первостепенное внимание. Даже если проект делается или продукт делается для Беларуси, очень часто все равно нужно думать про то, что будет, если у нас будут храниться данные не только ребят, которые работают в Беларуси, но еще где-то извне. Если это возможно, нужно обязательно думать про те данные, с которыми мы работаем. Если взять репорт семантика, то, как показывает практика, не все ребята молодцы, не все про это думают, далеко не все. Потому что 65% бизнесов даже не делают MFA, мультифакторную аутентификацию в клауде, и еще 85% не особо парится насчет каких-то security best практик. Все это ведет к невероятным фейлам, когда утекают и продолжают утекать данные. Первое. Elasticsearch был открытый сервер, из которого утекло данных на 1,2 миллиарда юзеров. Второе. Одна из компаний, которая работает с финансами, опять-таки утекло данных о 100 миллионах юзеров. Это все было в прошлом году только. Ну и, наконец, третье. У Инстаграма утекли данные о 49 миллионах юзеров, рекордах, которые, опять-таки, были выложены в сеть. Несмотря на то, что компании эти все достаточно известные, и при этом явно они думают о том, как сохранить данные, которые они хранят о наших пользователях в том месте, в котором они должны быть, и не утекали никуда в другое место. То, что сейчас мы видим, делается, и то, что мы видим, является лучшими практиками на то, как это делать. То, что будет инфорситься еще больше и больше в этом году, и чем дальше мы будем смотреть, тем оно все будет больше актуально. Первое. Security команды и development команды должны коммуницировать вместе. Если нет людей, которые думают про security, они должны быть. Без этого сейчас никуда. Второе. Тулы и различные чеки должны существовать по всему пайплайну того, как деливерится софт. Начиная от pre-commit-хуков, CI-процесса и заканчивая тестированием в продакшене. Третье. Должны явно продумываться security requirements. Еще на уровне того, как закладывается архитектура. И есть такая хорошая практика, называется ethical hacking. Это когда группа людей, которые знакомы с этим всем, пытаются хакнуть существующую систему, которая находится в продакшене. И, наконец, возникающая практика, которая называется Security as Code, Security Policy as Code. То, что обязывает прописывать security гайдлайны прямо в коде, прямо в полисе. И это то, что, например, поддерживается by default. Можно сказать Amazon, но чего, например, нет в гибридных облаках или в приватных облаках. Очень часто. И следующий большой пункт, про который хочется поговорить, это IoT и Edge Computing. В прошлом году, на самом деле, был взрыв по тому количеству клиентов и проектов, которые я лично видел, которые еще раньше не были никак связаны с IoT, но они начали быть связаны с IoT, потому что этого требует рынок, и это то, что сейчас активно развивается. Первое веяние – это все больше и больше количество бизнесов хотят туда войти, потому что это им позволяет развиваться. И второе – все больше и больше вычислительной мощности попадает на конечные девайсы. Если раньше мы все запускали в облаках, то сейчас акценты смещаются на конечные девайсы в том числе. Отсюда возникает такой термин, который называется Distributed Cloud. Это то, к чему идет и Amazon, и Azure, и, скорее всего, Google. Если мы возьмем Cloud, как это что понимается как нечто такое центральное, он там существует где-то как дата-центр, либо несколько дата-центров, которые немножко раскинуты регионально.
то сейчас Cloud немножко переходит и в такое понимание, как Distributed, и у нас возникают edge-локейшены. Это, по сути, IoT-девайсы, на которых выполняется часть логики и часть функций клауда. Одним из явных и простых примеров может служить AWS IoT Greengrass, который позволяет на практически любой миниатюрной Linux-машине запускать либо докер-контейнер, либо лямбда-функцию, либо что-то еще. И то, что явно видно и отчетливо прослеживается, это то, что все больше и больше мощности будет у этих девайсов, и все больше и больше вычислительных процессов будет опять-таки уходить на эти девайсы. Если посмотреть репорт Гартнера, то примерно к 2022 году ожидается, что 75% данных, которые относятся к бизнесу, будут процесситься на подобного рода девайсах. Сейчас этот показатель 10. То есть 2 года рост 650% получается, если я не ошибаюсь в математике. Ну и, наконец, 5G. Возможно, это не совсем актуально в нашей стране, но это актуально в тех странах, в которых делается большинство IT-продуктов. Опять-таки, развитие 5G, которое сейчас раскинуто в паре городах, не стоит, кстати, забывать, что 5G существует 2 вида. Один на высокой частоте, но с малым радиусом, в основном будут в больших городах. И вторая часть, и второй, точнее, вид на более низкой частоте, ниже скорости, но при этом радиус действия гораздо больше. Так вот, те, которые относятся к более простому, на более низких скоростях, уже достаточно сильно развернуты в США. И вскоре поддержка будет и в Apple девайсах, и в Samsung девайсах, наверное, уже будет в феврале. И ожидается, что примерно через 2 года почти весь communication, который сейчас идет в IoT, он будет именно через 5G. И это опять-таки предоставляет бесконечные возможности для того, чтобы передавать данные и чтобы образовывать своего рода нетворки из IoT. Поэтому, если вы хотите оставаться на гребне, обязательно стоит посмотреть в эту сторону в том числе. Потому что я сам лично наблюдаю взрывной рост всего того, что относится к этому. На этой веселой ноте я передаю слово Павлу обратно, который продолжит рассказ про клауды.